Привет! Я считаю, что неправильно будет выделять наиболее значимые топики, связанные с феминизмом, так как абсолютно каждый несет в себе высокий смысл и является ценным, особенно в современных реалиях. Однако, безусловно, на верхнюю ступень иерархии я бы поставила домашнее и сексуальное насилие, сталкинг, женское обрезание, которое по сей день практикуется в ряде стран в связи с культурными традициями, этническое неравенство и дискриминацию людей с нетрадиционной ориентацией. Я не одобряю разделение людей на два противоборствующих лагеря, так как подобная классификация зачастую становится причиной появления стереотипов, одобрений за какие-либо действия. Это становится преградой для людей, которые хотят найти свое место в жизни и быть счастливыми. Это служит поводом для развития различных ментальных заболеваний, низкой самооценки, нестабильной самооценки, недооценивания собственного «я» и появления мнимого чувства вины за свою индивидуальность. Корень проблемы я вижу в нашем равнодушном и чересчур консервативно настроенном обществе, мировоззрении масс, которые не готовы мыслить широко и принимать новоиспеченную норму, которая по сути своей заключается в том, что каждый человек живет в соответствии с собственной идеологией жизни и мировосприятием. Таким образом, норма заключается в том, что ее не существует, нет пределов и лимитов. В наши дни отдельные люди проделывают колоссальную работу в сетевом пространстве. Они помогают получить базовые навыки образования в области феминизма заинтересованным лицам. Они учат нас мыслить масштабно, отстаивать и знать свои права, а также быть свободнее и раскрепощеннее. И даже если сейчас не существует какого-либо определенного сообщества, то его необходимо придумать. В ближайшей перспективе я хотела бы видеть общество, которое свободно в своих размышлениях и действиях. И единственная преграда — это личные границы другого человека. Вероятно, что такие фразы, как «справедливость» и «непредвзятость» сейчас являются всего лишь словами в шкуре фантастики, однако очень хотелось бы внедрить их суть в сознание каждого человека. Людей неинтересных в мире нет. Все судьбы как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. Благодарю за внимание.